Приветствую на канале Баллады о рыбалке. Ребят, сегодня я вам покажу два новых рецепта на технопланктон при помощи нашего старого друга, который благополучно пережил зиму. И рецепты настолько элементарные и простые, что я думаю, они по силам будут каждому с точки зрения доступности сырья на все это дело и результативности в конечном итоге. Может, для кого-то это будет тайной, для кого-то это будет истиной, но тем не менее, толстолоб у нас рыба травоядная. Соответственно, она любит все, что связано с зеленью и травой. И если это так, что у нас есть практически возле каждого водоема? Правильно, зелень. А вот какая именно, я вам сейчас покажу, я думаю, что вы ее узнаете. Все догадываются, что это такое. Правильно, это трава. В нашем случае она уже практически сухая, поэтому вполне себе даже пойдет. Вот, это первый рецепт. Технопланктон с обычной травы. А второй рецепт, он у меня сушится еще с прошлого года. Кто не видит, то давайте вот на примере этого. Узнаете, что это такое? Ну, если не узнаете, это конопля, причем дикая, которую я сорвал на поле. Она у меня благополучно висела все это время, всю зиму сушилась. Это рецепт номер 2. На самом деле уникальная штука, она подходит для карповых, она подходит прекрасно для толстолоба амура. Вот сегодня мы с нее накрутим точно так же планктона. Ну что ж, пошли молотить, создавать сырье на наши бочонки и смотрите дальше. Так, сейчас я это все дело благополучно перемолочу. Сначала начнем с конопли. Вот ее сколько взял, а потом трава. Но я не буду, в принципе, лопатить всю полностью вот эту емкость. Мне достаточно будет этой баночки. Я все-таки возьму, ну не знаю, бочонка 4 того, бочонка 4 другого. То есть этого достаточно будет для того, чтобы вам это все показать. Поехали. Порошок у нас, видите. Вот потом его просеем, и он будет как пыль, как мука, другими словами. Вот столько у нас получилось. Это где-то, ну я думаю, если в объемных единицах смотреть, где-то стопка 100-граммовая. Вот, тут нам его достаточно будет для того, чтобы в целом посмотреть. Больше не буду молотить, переходим к траве. Вот она. Кстати, по поводу выбора травы. Вот я вам сейчас буду показывать, какую траву не надо брать, да, потому что здесь, ну, я взял уже готовую сухую. Но вообще старайтесь не брать там пырей, условно говоря, такой длинный, а есть коротенькая такая травка, молоденькая. Вот ее надергайте. Потому что молотить вам ее будет ровно в 100 раз проще и легче. Во-первых, она не такая жесткая. Вот, а во-вторых, она будет коротенькая. И если плюс-минус у всех похожие кофемолки, то увидите, насколько будет меньше с ней мороки. Я ее сейчас, конечно же, порежу. То есть, но если вы будете маленькую вот такую там срезать, низенькую, то вам просто не придется заморачиваться с этим всем. Так, ребят, видите, как ее меленько порезал. Но все равно это для вот такой кофемолки обычно это будет огромное испытание. Я даже не уверен, что она ее возьмет. Но попробуем. Если не возьмет, придется еще дробить больше. Добавим еще. Ну вот если вы послушаете и возьмете вот такую траву молоденькую и низенькую, у вас такой проблемы не будет. Она будет рассыпаться в
порошок. Особенно если вы ее очень хорошо подсушите, а не так, как я, что она мне еще влажноватая. Ну, мне некогда просто ждать, пока высохнет, потому что я завтра хочу поехать на рыбалку. Так вот у меня получилась вот такая, видите, секция. Ну, на самом деле, когда вы будете просеивать его, оно у вас будет примерно вот такое. Да, то есть вы его в муку, по крайней мере, вот в домашних условиях я не нашел способа, как его можно перемолоть в муку. Есть кофемолки, которые, ну, промышленные, они молотят, то есть там оно вдребезги разлетается. Этот аппарат, ну, вот это максимум, что он может выдать. Но этого на самом деле будет полностью достаточно для того, чтобы оно слепилось. Как бы просеете и все. А остальное как бы там выбросите. Или в приманку куда-то бросите. Итак, добрались мы до самого главного. Процесс производства и его состав. Итак, конопля, трава, кукурузная мука, гороховая мука, сухое молоко и макуха. Основу я замешаю одну на все. Вот, а по вкусовым наполнителям разделим на две равных части. Поехали. Итак, первый ингредиент у нас кукурузная мука. Мы берем, по-хорошему это 200-граммовая емкость, да, то есть как раз будет на 2 порции. Высыпаем и пересеиваем. Так, первый пошел. Следующее. Гороховая мука. Вот она. У гороховой муки у нас такой же объем. Берем 200. Высыпаем. Просеиваем. Это мусор. Есть. Следующее. Сухое молоко. Вот столько же. Да, то есть 1 к 1. Очень просто запомнить. Сеем. И следующий вариант — это макуха. Так, вот здесь аккуратно. Мы ее берем в половину. Вот так где-то. Половинка. И сюда же сеять. Почему половинка? Потому что это дело достаточно жирное. И его предостаточно в пропорции 0,5 к 1. Есть. Обратно. Все. Теперь мы это перемешиваем. И в конце, что мы добавим? Вот эту смесь, которую я сейчас размешаю, я поделю на 2 и добавим ароматизаторы. Так, берем. Я, видите, я разделил на 2 части. И сейчас мы сюда засыпем траву. Заодно покажу вам, каким образом она просеивается и что из нее получится в просеянном виде. Такс. Поехали.
Сеять тяжело, скажу сразу. По-хорошему, я вам вот отвечу честно. Летом, когда я делал рецепт из камыша, вот я вот такую фракцию, я ее вообще не сеял. Вот серьезно, вот вообще не сеял. Вот так и добавлял. И получалось весьма ничего. Тут просто важно понимать, что есть секрет, своеобразный лайфхак. Вот трава, если она вот такая, да, вот, видите, вот с такими крупицами, она, скажем так, поскольку хватается одна за другую, она делает технопланктон крепче, существенно крепче. И, соответственно, он раскисает хуже. Когда вы делаете такой состав из непросеянной травы, добавляйте меньше сухого молока, чтобы оно не такое клейкое было. Вот. И добавляйте туда больше рисовой муки, чтобы оно рассыпалось. Вообще любые ингредиенты, которые не есть клейкими. Абсолютно любые. То есть вы можете крупы, гречневую крупу можете добавить. Вот, хотя она сейчас не самая дешевая. Ну, только не пшеничные, потому что это будет кирпич в конечном итоге, а не планктон. Вот так вот получилось у меня, видите? Ну-ка по запаху. А запаха этого предостаточно, чтобы у нее был запах травы. Если вы не такие ленивые, как я, вы можете травы вот на состав примерно 400, где-то 400 грамм в объемных единицах. Вот можете такую баночку полную пересеять. Хуже от того не будет. То есть, чем больше вы сюда травы засандалите, тем лучше. Мне, честно, мне просто лень ее было сеять. Вы по запаху поймете, когда достаточно. Вот я понимаю, что мне достаточно, потому что пахнет уже как бы травой по полной программе. У рыбы все намного более чувствительно и обостренно. Есть. Ну что, заряжаем. Вот такой у нас пресс. При помощи него мы сейчас и произведем. Первый бочонок, конечно же, я выброшу, потому что нужно масло вот с этого дела, чтобы все-таки прошло одно прессование. Я его всегда заматываю, чтобы он не ржавел. Видите? Вот, а второй бочонок у нас уже будет отличный. Все, заряжаем и поехали. Так, кто смотрит первый раз мое видео, я немножко остановлюсь больше на прессе. Кто уже знает, что это такое и как оно работает, можете пропустить этот кусок обзора. Принцип очень простой. Домкрат, да, то есть 16-тонник, лучше 20-ка, но 16-тонник более чем достаточно. Ручка для подкачивания, вентиль для спуска воздуха, чтобы поршни вам не приходилось руками назад возвращать, а чтобы он сам возвращался, когда вы сделаете бочонок. И опорная станина. Вся технология. Здесь тоже все очень просто. Вот у нас есть, получается, крышечка, заклепка своеобразная, да, которая держит. Есть у нас штырек. Ну, поняли для чего, да? То есть, по сути, это будет дырка в бочонке технопланктона. И есть поршень. Сейчас мы сюда насыпаем наш порошок. Затыкаем его поршеньком, дальше ставим сюда и начинаем сдавливать. Под давлением оно, получается, поднимает его вверх и прессует в виде бочонка. Когда-то спрашивали, не нужно ли сюда заливать какой-то воды, ни в коем случае. Чем меньше, тем лучше. Да, то есть при помощи прессования вся вот эта мука превращается в бочонок технопланктона. Все. Прессую и покажу вам в готовом виде, как он будет выглядеть. Вот так вот я его набил. Да, то есть насколько плотно вы его запакуете, такой величины он у вас и будет. Ну, высоты имею в виду. Я не сильно плотно прессую его. Да, то есть вот насыпал при помощи
ушко, да. И сейчас прессую, у меня он где-то выйдет, ну, чуть меньше спичечного коробка. Теперь сам процесс. Опять же таки, кто видел, можете пропустить. Кто не видел, можете посмотреть. До конца закрываем. И поехали. Шмурыгать. Вот он. У нас под давлением будет формировать бочонок. Вот эта полосочка, видите, это по сути, ну, где-то вот до сюда его нужно спрессовывать. Иногда чуть дальше. В зависимости, как плотно вы его напаковали. Вот на производство одного бочонка от момента засыпания до готовой уходит где-то 2 минуты. То есть, другими словами, если вам нужно на рыбалку сделать с десяток штук, это у вас где-то, ну, плюс-минус полчаса. Вот получился такой бочонок. Ну, первый я, как и говорил, видите, он собрал все масло, пойдет он сейчас в мусорник. А второй я уже вам покажу сейчас, как он будет в готовом виде. Вот второй, уже видите, полноценный травяной планктончик. Ну, тут я немножечко перестарался, его раздолбал, но это я виноват. Все, можно идти на рыбалочку. Так, ну что, готовим следующий рецепт. Вот смесь, которую мы отложили. Засыпаем в нее коноплю. Давайте мы ее тоже предварительно просеем. И пока умники не начали рассказывать, лучше бы я это скурил. Если вас такая мысль посетила, то, возможно, вам не про рыбалку надо каналы смотреть. Ну, конечно же, я шучу. Как говорится, дело каждого. Конопля отлично сочетается с технопланктоном, с карповыми. Более того, ее любит карась, ее любит амур, лещ, практически вся рыба. Но карповые от нее дуреют просто. То есть вот эта троица, толстолоб, амур, карп, вам точно будут благодарны. Так, смесь готова. Запах просто бомба, я отсюда слышу. Все, запаковываем, прессуем и покажу вам готовую бочечку. Вот такой вот получается зелененький бочонок. Это с конопли. Где-то по весу, ну я не знаю, где-то 40-50 грамм. Все, рецепт готов. Оба причем. Очень просто, вы сможете приготовить их. Особо сильно не заморачиваюсь по поводу поиска там главного ароматизатора. Вот что вы понимали, вот эти ароматизаторы, которые я добавил понемножку, трава и конопля, они есть ключевыми в этой всей кухне. Понимаете, если бы вы просто взяли как бы намололи травы в муку туда целую кучу, и просто бы его развели с чем-то, при помощи чего бы оно держалось в куче, например, ну там гороховая кукурузная мука, вам бы хватило этого с головой. Потому что толстолоб травоядная рыба. Он ест траву и он ведется на муть. Все, то есть, а муть очень классно дает гороховая мука. Просто лучше всего как бы дает гороховая мука. Поэтому пробуйте. Отпишитесь, работает или нет. Точно работает, я знаю, но мне интересно у каждого из тех подписчиков и зрителей, кто его сделает, кто что поймает. Очень большая просьба, напишите, чтобы все понимали, все знали. Итак, теперь по рецептам. Рецепт номер 1. Трава. Берем обычную траву, косим. Или там срываем, срезаем, неважно, как бы высушиваем ее. Дальше кидаем на кофемолку, либо там на другой измельчитель. Ну, кофемолка вам даст муку, больше ничем вы его не промолотите. Вот, и у вас получится как бы травяная мука. Ну, назовем ее так. Вот, с этой травяной муки вам нужно где-то примерно 200 грамм мерной емкости. Когда мы говорим граммы, мы
подразумеваем, что эталон измерения у нас будет мерная емкость, как, например, там используют там для выпекания там мука, либо еще чего-то. Вот. Дальше мы добавляем 200 грамм гороховой муки, 200 грамм кукурузной муки, 200 грамм сухого молока и 100 грамм добавляем туда молотой макухи. Все. Этого абсолютно будет достаточно для того, чтобы у вас получился цельный красивый рецепт. Вот, я сегодня добавил 50 грамм травы, вот, потому что она там свежая, ароматная, душистая, мне ее было как бы с головой. Ну и, честно говоря, мне просто было лень ее там домалывать до конца. То есть, вот, пропорцию я вам скажу, как бы сути самого планктона это не поменяет. То есть 1 к 1 у вас получается пропорция по ингредиентам, и плюс 0,5 к 1 это по макухе. Все. А теперь рецепт номер 2. Конопля. С коноплей происходит примерно ровно то же самое. Мы ее срезаем. Дикая, неважно какая, она запах дает любая. Да? То есть в моем случае это было на поле сорванное, когда я возвращался домой из рыбалки. Вот, высушиваете ее, потом точно так же на кофемолку молотите вместе с листьями, вместе с зернами, короче, все в перемешку, то есть она вам даст отличный запах. Ее берете 100 грамм. Дальше у нас идет 200 грамм сухого молока, 200 грамм гороховой муки, 200 грамм кукурузной муки. Все, рецепт готов. Теперь, если вы преследуете цель, чтобы ваша приманка простояла в воде где-то часа полтора, тогда оставляйте тот состав, который я вам сказал. Если вам нужно, чтобы где-то в среднем у вас приманка в воде держалась 30-40 минут, добавьте, пожалуйста, туда молотой гречневой крупы, да, то есть муки в данном случае, либо грамм 100 рисовой муки. Она не клейкая, она вам даст еще большее разрыхление. Теперь немножко теории, то есть для чего берется разный интервал по времени простаивания. Водоемы есть разные, есть водоемы, где тяжело забрасывать. И, например, где рыба достаточно пугливая, то есть с момента заброса нужно, чтобы прошло определенное время для того, чтобы рыба успокоилась и подошла. В этом случае лучше использовать технопланктон, который дольше может простоять в воде. И тогда на момент прихода вашей рыбы на снасти останется еще достаточное количество технопланктона, чтобы рыба у вас клюнула. В противном случае вы будете перебрасывать, и на выходе просто-напросто рыба физически не успеет подплыть, чтобы его скушать. Поэтому здесь, в зависимости от водоема, на который вы идете, в зависимости от условий, можете манипулировать вот этим составом. Это относится как к технопланктону с травой, так и к технопланктону с коноплей. Потому что технология приготовления их практически идентична. Ну, за исключением только состава от макуха, да, то есть которая в траву уходит, а в коноплю она не входит. Вот и все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачной вам рыбалки. И очень буду ждать ваших отзывов о результатах вашей рыбалки. Да, потому что мне всегда приятно и интересно, когда ребята отписываются, хвастаются трофеями, что все получилось, все поймалось и в принципе остались довольны. Пока. С вас лайк, подписка. До новых встреч, до новых рецептов.